Wiem, że wiele osób czeka, aż zacznie nagrywać filmy w języku polskim, ale nie jestem jeszcze gotowy. Ale pracuję nad tym. Давно не записывали влог. Ведем детей в сад. Жизнь прекрасна. Хороший, прекрасный день. Улыбаемся. Сегодня действительно прекрасный день. Такое красивое небо. Показываю ребенку сохранившиеся денежки из Беларуси. Из Беларуси. Это заначка у мамы была. 5 рублев. 5 рублев. Таюша, идем. А мы ведем малышей в сад и идем забирать новые велосипеды в Декатлон. Я в прошлом видео про цены мы делали шикарный фильм, прям целый фильм документальный про цены в Польше, в Варшаве. И я рассказывал, что взяли Насте крутой велик с крутой скидкой, что здесь очень часто можно выцепить крутые такие покупки серьезные по хорошим ценам. И, собственно, потом через пару дней я себе взял велик в итоге в Декатлоне. Так что еще кто не успел, всем советую, пока не сезон. Сейчас идем забирать велики. Нулевая температура, поедем обратно на великах. Будет, конечно, весело. Сейчас спросим у детей, как им в садике. Таюша, как у тебя в садике? Сейчас не знаю. Вам нравится ходить в садик? Да? Лянушка, как тебе в садике? Нравится? Да. Да? А Что больше всего? что больше в саду нравится? Карты-браться, задания какие-то в псионсках. В Ксенушках задания делать? Да, потому что там становишься потихоньку умнее. А, умнеешь потихонечку. Вас никто не обижает, не говорит вам что-нибудь плохое? Ну, иногда. Кто говорит? Ну, хлопаки какие-то. Девочки вообще какие-то спокойные. А, мальчики просто иногда обижают. Угу. И даже мальчиков обижают. Мальчики обижают мальчиков? Ага, все так. Мальчиков обижают мальчики, тоже девочка обижает. Ну, мальчики такие, да. Девочек обижают. Девочки тоже мальчиков обижают. Все так само. Ох, я запутался. Дорогие друзья, пожалуйста, не обижайте друг друга. Все идет с самого детского сада. Видите, вот так вот начинается вот эти с детского сада, а потом, когда вырастают, вот такие конфликты вообще во всем мире. Все всех обижают. Давайте там любить друг друга, счастливо жить в мире, в спокойствии. Друзья, за последние 2 месяца к нам присоединилось около 3000 человек. Нам очень приятно, и мы даже до конца не верим, что так быстро приходит много людей. Мы от всего сердца благодарим всех за поддержку. Мы простая семья, которая, как и все адекватные люди, ищет спокойной и мирной жизни. Мы не желаем никому зла и благодарны за возможности, которые дает нам жизнь. Мы любим нашу родину, в которой мы родились и выросли. Любим места, где путешествовали и жили последние 10 лет. Теперь мы живем в Польше и также любим эту прекрасную страну с ее необыкновенной культурой и добрыми, отзывчивыми людьми. My uczymy polski język, chociaż on nam dający nieprosto, ale bardzo się staramy i mam nadzieję, że pewnego dnia będę kręcił filmiki po polsku. А дети за полгода в садике уже говорят по-польски идеально и без акцента. Мы просим их иногда, чтобы они помогали, ale one nie bardzo chcą, ponieważ po przedszkolu już są zmęczone. Мы стараемся наполнить наши видео добром и рады, что к нам приходят люди, разделяющие наши ценности. Однако, когда светит свет, это очень злит чертей в самой глубине тьмы. И многие несчастливые, отравленные пустой и бессмысленной ненавистью люди приходят, чтобы оскорбить нас, поляков, Польшу, любые другие национальности и всех, у кого чистые добрые сердца. Именно поэтому в мире не прекращаются трагедии и беспрерывное горе. Пока до всех людей не дойдет, что все зло, происходящее в мире, это дело рук самих людей.
Всем, кому нравятся наши видео и о чем мы говорим и что делаем, рекомендуем подписаться на канал прямо сейчас, если вы еще этого не сделали, чтобы не забыть потом. Ну а также поставить лайк и написать комментарий. Это самая лучшая благодарность от вас за нашу работу и время, потраченное на видео. Ну а мы как желали, так и желаем всем добра и любви. О, вот мы дошли до садика. Едят или нет? Будет там какая-то интересная игра. Скорее, Лиан. На. Подожди. День радио. День радио? Что Ну вы давай. ничего не рассказываете? Это не мама. Ну ты же любишь, чтобы волосики были как у Рапунцель. Ага. Папа помогает. Давай, сегодня отводим. Ты снимаешь? Дать вам камеру, будет снимать. Вот мой блог из детского сада. Я. Привет, скажи. Скоро так и будут уже давать детям. Пока-пока. Короче, мы очень довольны детским садом. Да, он у нас дорогой, все там прифигевают в комментариях. Ух, нихера себе, у вас там $1000 за садик. Ну так это же 2 человека. Есть дороже. Есть дороже, но есть дешевле, безусловно. Но у нас просто он супер рядом. Не могу сказать, что это прямо нам супер легко платить сейчас. Ну, конечно, жмет косарь целый отдавать. Но, как мы уже рассказывали в предыдущих видео, каждый доллар вообще себя оправдал. У детей произошла адаптация. В саду у нас есть несколько семей из Украины. Мы белорусы, еще есть белорусы. Но 80% это поляки. Чистокровные, коренные, и вообще проблем никогда не возникало. У нас тоже мы ходим на мероприятия всякие от садика. Да, мы пока не свободно не говорим, но все время родители все очень вежливые, культурные, очень, не знаю, интеллигентные, всегда помогают, то есть вообще никакого проблем с коммуникацией, наоборот, они там давай, садись там, разговаривай, интегрируйся. Короче, в этом плане, ну, у детей, естественно, тоже никогда ничего такого не возникает. Но дети, в принципе, всосались вообще настолько быстро, что они уже говорят как поляки. Поэтому у них вообще и проблем быть не может. Дети-то особо не понимают этого всего. Еще такие маленькие. Там, возможно, буллинг какой-то в школах, может, он присутствует, да. Это если дети не говорят. Но у детей уже даже наших практически акцента нету. И там, по сути, все украинцы и белорусы, дети, они внутри говорят по-польски. Наши дети даже после садика приходят, по-польски говорят. И мы просим их даже с нами разговаривать, чтобы нас исправляли. Поэтому, надеюсь, учителя быстро подрастут. Пришли к Декатлону. Декатлон такие молодцы. У них площадочка баскетбольная есть, турнички. Мы просто раньше пришли, закрыто. Сейчас минут 10 надо подождать еще. Здесь надо поставить крутой рэпчик для качалки. Сейчас будет таки рэпчик для качалки для... Ну, что там? Здоровый рыбжича. Man when I chat and chit, I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to the kid, shout out scope and I'll slap our boots. Считал кто-нибудь? Напишите в комментарии, сколько было. Bars and flows, check out the mixture. Told them man, can't handle the fixed part. It's all fun and games to the person saying it's all fun and games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you think you can wig me. I'll tell my man, put down the link. Что говоришь? И для детей что-то нашлось. Вот про эти велики. Забрали велики, короче. Настя купили классный велик на скидке. Но из-за того, что был на скидке, он оказался вот такой. Это шутка такая. Сейчас покажем настоящий. Ну ты блогер с фишечками. Ну ты блогер с фишечками. Пока ждали, наблюдали, как люди идут в 9 утра в KFC на завтрак. Прикиньте, завтракать бургерами, да? Обалдеть. Напишите в комментариях, кто завтракает в лютом фастфуде. Как это вообще? Овсянка для слабаков. Да, овсянка для лохов. О. О, видишь, этот меньше. Да, там твой, да.
получается 500. Это эска. Да, это эска твоя. Короче, взяли себе 3 бановские велики. Нам посоветовал хороший приятель. Вот он, поляк, фантик велосипедов, специалист. В этом уже много лет, говорит, цена-качество, ничего лучше нету. Ну, то есть очень важно просто разбираться в этих системах переключений, тормозов, потому что он рассказывал историю, что люди берут по 1000 злотых, там, по 250 баксов, и потом все время докидывают, а этот уже, ну, мы еще с таким прицелом взяли, что будем прям в эту тему уходить, потому что мы кемпинг, как вы знаете, у нас уже есть, мы успели еще летом покемпинговать, сейчас вот буду брать на машину крепления, мы вот это любим, хотим. Вот, и хотим приезжать, ну, короче, развиваться именно вот в этом велосипедном направлении. Вот, кстати, мультитульчик. Еще всякие прибамбасы, вот эти дополнительные замки еще по 25 баксов. В общем, давно мечтали об этом. Мы вообще думали, что приедем, сразу летом возьмем, но все подряд, там машину надо было брать. Вот, в общем, вот так вот. Ну, время настало. Кстати, классное время, повторюсь, скидки классные, поэтому не пропустите. Осталось детям еще набрать. Вот, кстати, в Декатлоне еще прикольная штука есть, Second Life. То есть прям люди сдают и бэушку перепродаешь. Вот детям, им все равно на год-полтора непонятно учиться. Ну, тоже около $200 будет один велосипед, да. Ну вот, да, 700, почти по $200. Офигеть, наши первые крутые велики, первые нормальные. Мы в последнее время ездили только на Бали в этих, которые такие, знаете, с которых цепь постоянно слетает, детей катать. Непривычно, потому что велики, вот положение на велосипедах такое, непривычно еще. Нужно будет привыкать. И задница будет болеть недели полторы. Да, пока, конечно, непривычно. Расположение руля, тормозов, переключателей, тонкие колеса. Что? Кардио пошло. Ой, поехали? Искушенным велосипедистам смотреть этот блог, как будто, знаешь, родителям подростков смотреть на новоиспеченных родителей, как все начиналось, эти несмелые шаги. Да, что по великам? Что по великам? Кто фанат велосипедных активитис? Будем рады любым советам. Вот, например, первый вопрос: можно ли 2 велика сцепить крепить одной цепью? Вот мне кажется, что искушение такое, что... Ну, а мне вот интересно, найду ли я видео на ютубе, как перерезать декатлоновскую цепь. Насколько надежные такие замки? Вот, напишите в комментариях. Вот такого плана, потому что уже брать какие-то крупнее, они были очень тяжелые, я не представляю, что они там весят как полвелика. Поэтому как-то не рассматривалось. Вот, и насколько воруют велосипеды очень часто в Польше. Вот, как я слышал, прямо это супер проблема. Велики, по сути, одинаковые, только у Насти переключатели, получается, в одну сторону и вот так в обратно, а у меня вот в обратную сторону здесь дополнительные штуки на ручках. В целом практически все, тормоза тоже одинаковые, идентичные. У меня матовый, у нее почему-то глянцевый. Но это чуть одинаковые вроде модели. Вот, с минимальными различиями. Вот такой руль вообще максимально пока непривычно, но вот прокатились уже 5 минут первых, уже чувствуешь круто. Там надо подрегулировать, но уже класс. Приехали на почту, и немножко неожиданные эмоции. Только что Настя внутри говорит, что забавно, вроде время идет, искусственный интеллект, и там нейросетки, и какие-то SpaceX, и технологии, блин, заходишь на почту, на почте все всегда одинаково. Очередь, и просто все ждут в эти окошечки. Ну что, мы теперь официально
Официально внедрились в варшавскую велотусовку. Блин, кайф. Первый тест вообще просто огонь. 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 Пришли результаты моих анализов, которые я сдавал. Я показывал, сколько стоит сдать анализы, видео про цены, и все там. Покажи D. Покажи что? D витамин. Покажи 25 всего лишь D. Вот витамин D, вот. Так он, ну, на нижней Это критически низкий. Критически низкий показатель. В смысле? Так тут же на зелененьком. Нет, это почти за лабораторные референсы он вышел. А мы не ориентируемся на лабораторные референсы. Оптимум должен быть вообще посередине. У меня же нутрициологические референсы. Блин, вот когда у тебя жена нутрициолог, не схалтуришь. Ну, мы пытались выяснить, у меня есть маленький баг со здоровьем. Ну, ничего серьезного, больше косметический момент. И мы пытались выяснить, что это за счет цинка. Цинк у меня в норме, а вот D3 за T3, да? Это, кстати, сходится с тем, что когда мы приезжали в Таиланд и на Бали, у меня это пропадало. Кстати, да, пора на Бали. Нет, пора D3 покупать витамин. Только велики купили, какой пропад. Ничего, сейчас подкорректируем. Зато, кстати, вот ты уже ведешь там почти 10 лет здоровый образ жизни, и у тебя растительное питание, и твой белок вообще просто идеальный. Кстати, да, просто. Эфиритин. Подожди, а где он? Видео не об этом, но раз зашла речь, посмотрите, на растительном питании бялку целую, то есть белок. И вот он, ну я же не знаю, мы же не ориентируемся на лабораторные нормы. Это нормально? 75 Г на Л? Мы ориентируемся на белок от 75, у тебя 75. Ну вот растительное питание, пожалуйста, да. Но в Польше быть очень комфортно на растительном питании. Мы показывали тоже постоянно. Тут целая Варшава один из самых крутых городов. Ладно. Короче, вот, анализы, следить за здоровьем, здоровый образ жизни, велосипедики купили. И, конечно же, пить чай вместо кофеев всяких рекомендуем. Обычно мы пьем шупуэр. Но сегодня у нас на раздаче любимый Настин чай Шенпуэр. Кстати, шупуэр мы заказали из Китая. Гигантская коробка пришла недавно. Настя уже зашивается в своих... Это вот она еще не доучилась. Сколько тебе еще учиться до конца? Такие талмуды вообще, такие талмуды инфы вот по поводу всех этих нутрициологических забабонов, анализов. Вот, здорово. Но я люблю, уважаю здоровый образ жизни, но иногда уже даже Настя меня запаривает, потому что это слишком там погружение в это все. Но вот ей по кайфу. Ну вот уже там пару человек спасла от дефицитов. Ладненько, ну, вздрогнем. И там бурлит, кстати, вон, здоровые явства. Вот такая коробка нам приехала, фирменная, прямо с завода. Тут вот столько уже выпили. Каким-то друзьям распродали, пару подписчиков у нас просило, тоже чай мы передавали. Кто-то хотел купить. Ну, получается вот такая штука в каждой штучке такой упаковки с акцизой. Это заводское производство все. И вот таких вот 5 плюшек. Но это чайные плюшки, да? Вот наш новый наборчик, наш язычник чайный. Вот пьем шупуэрчик. Кипяток просто мы набираем в термос, заливаем. Термос у нас очень хорошо держит долго жар, то есть прямо кипяток. Шупуэр можно заваривать прямо кипятком. Ситечко, чаша справедливости. Берем ситечко, кладем на чашу справедливости, чтобы там смешивался, потому что здесь неравномерно заваривается. Тут у нас много сегодня чая, поэтому не сильно настаиваем. Вот, сито убираем. И уже равномерно заваренный чай наливаем по пиалам. Вот, мы пришли сейчас тоже к такому завариванию. Раньше я как-то все больше заварю, там перемешаю или сварю его. В термос вот заливали и пили, но чай совсем другой.
Просто не сравнится чай, когда ты его делаешь проливами. Я вообще себе с запасом взял, чтобы просто не заказывать часто, но если кому надо, может пару плюшек могу подогнать. Приходите в наш новый телеграм-канал о жизни в Польше, мы его недавно завели, и там сейчас собираем всю пользу по жизни, переезду в Польшу, все скидки, всякие полезные вещи, там рассказываем про то, как я учил язык, как получил сертификат, там про легализацию будет попозже, вот, скидка на стоматологию, там, ну, в общем, собираем всю пользу и все в закреп-пост. Короче, ссылка в описании, приходите, вот, и там можете написать, если кому интересно, про чай. Сегодня забавный день. Сегодня, кстати, купили велики, катались на великах, как вы видели, и сейчас мы поедем с детьми на каток. В общем, такая, вообще, на самом деле, очень комфортная, классная зима. Меня вот серость в этот раз в Польше вообще не выбешивала, потому что я соскучивался. Слово-то какое я придумал, соскучивался. Потому что соскучился. И на самом деле все равно периодически выглядывает солнце. Все окей, круто. Наконец-то доехали до катка. Обещали детям очень давно. А тут еще приятный бонус оказался. Круто, что на зимних каникулах детских детям все по 20 злотых. Вообще обалденно. Как на роликах. Зима, ну что, наконец-то получили зиму, Лиан? Понравилось? Понравилось? Кто-то катался хорошо. Пончик такой ездил. О, боже, как же утомительно в этих торговых центрах. Я просто с ума сойти. Находишься пару часов и все, умотался. Для чего они придуманы? Просто чтобы... Тупо, блин, зайдешь, $1 миллион вставляешь просто, хотя вроде ничего не надо было. У детей скоро первый бал, поэтому нужно купить костюмы. Балу у них здесь, оказывается, в саду проводят. Балы проводят в садике. Повернитесь, девочки. А мне удобно. Ты померить ты имеешь. Вот эта сеточка чешется? Чешется, кроме юбки. Я просто другое платье жила. Это было легкое видео-влог о нашей повседневной жизни. Впереди много крутого контента. Прямо сейчас мы монтируем несколько интервью, классных фильмов, и у нас огромный контент-план. А на канале уже есть много классных видео о жизни в Польше. Не забудьте подписаться, поставить лайк, написать комментарий, и увидимся в новых видео. Пока-пока.